Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня я предлагаю связать еще одну салфетку-малышку по описанию Патрисии Кристоферсон. Посмотрите, какая она красивая, нарядная, интересная. Имеет такую форму четырехугольника. У нее как бы 4 раппорта. Она у меня получилась не очень маленькая, так как я вязала из толстых ниток. Размер ее у меня получился, ну если вот так, в диаметре 26 сантиметров. Вот примерно вот такие у нее размеры. У вас, конечно же, получится свой размер. Это зависит от ниток, крючка, от плотности вязания. Другие малышки я вязала из более тоненьких ниток, и размерчики были маленькие. А вот это получилось побольше. Схема состоит из 13 рядов. В этом видео мы с вами все подробно разберем. Если вам нравится вязать вместе со мной, поставьте большой пальчик вверх. Это помогает продвижению канала. Спасибо, что смотрите мои видео, вяжете вместе со мной. Давайте рассмотрим немножко поближе. Вот впереди вот такой рельефный кружок. Эти попкорны украшают. И цветочки по уголочкам. Очень интересная, красивая салфеточка получилась. Присоединяйтесь и давайте приступим к работе. Вязать сегодня я буду из пряжи для ручного вязания классический хлопок от Пихорки. Цвет я выбрала 181 жемчуг. Это стопроцентный мерсеризованный хлопок. В 100 граммах 250 метров. Крючок буду использовать 3 миллиметра. Итак, делаем начальную петлю. Набираем цепочку из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Замыкаем в кольцо в первую воздушную петлю при помощи соединительного столбика и вяжем первый ряд. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Это начальный столбик с накидом. Еще одна воздушная петля, арка, накид, и в колечко хвостик мы сразу обвязываем, провязываем столбик с накидом. 1 воздушная, накид, вяжем еще один столбик с накидом сюда же в кольцо. 1 воздушная петля, арка. Мы с вами провязали 3 столбика, а нам нужно 16. Давайте 13 столбиков провяжем самостоятельно, между ними арочки из 1 воздушной петли, и встретимся. Подходим к концу ряда, провязали последний 16 столбик с накидом, 1 воздушная петля, арка, и соединяем 1, 2, 3 в 3-ю воздушную петлю подъема с соединительной петлей. Первый ряд у нас готов. 16 столбиков с накидом и 16 арок из 1 воздушной петли. Вяжем второй ряд. 1 воздушная петля подъема, накид, и вокруг этого столбика, в котором мы делали соединение, заводим крючок сзади наперед, провязываем рельефный изнаночный столбик с накидом. Вот вы поняли, начальный столбик, 2 воздушные петли, 1, 2, накид, вокруг следующего столбика заводим крючок также сзади наперед, провязываем рельефный изнаночный столбик с накидом, 2 воздушные, арка, накид, вокруг следующего вяжем рельефный изнаночный столбик с накидом, 2 воздушные. Так, продолжаем вязать, и у нас получится 16 столбиков с накидом рельефных изнаночных и 16 арок из 2 воздушных петель. Подходим к концу ряда, провязали последнюю арочку из 2 воздушных и соединяем вершину начального столбика. Второй ряд у нас готов. Вяжем 3-й ряд, делаем соединительную петлю
в следующую арку из 2 воздушных. Далее 3 воздушные, 1, 2, 3. Накид. В эту арку провязываем столбик с накидом, накид и еще один столбик с накидом сюда же в эту арку. Сбрасываем петлю с крючка, вот так пальчиком придерживаем, вставляем крючок в вершину начального столбика, подхватываем рабочую нить и протягиваем. Так. Так, выполнили начальный попкорн из 3 столбиков с накидом. Далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3. И в следующую арку вяжем также попкорн из 3 столбиков. Сначала нам нужно сделать 3 столбика. Первый, второй столбик с накидом сюда же в эту арку. И третий столбик сюда же в эту арку. Сбрасываем петлю с крючка, придерживаем, чтобы не вылетело. Вставляем крючок в вершину первого, вот на группе из 3. Подхватываем рабочую нить и протягиваем. Вот второй попкорн готов. 3 воздушные, арочка, 1, 2, 3. В третью арку вяжем попкорн. Из 3 столбиков с накидом. Можно попышнее, из 4 делать столбиков. Смотря какую ниточку вы выбрали, какой толщины и какой пышности хотите получить эти попкорны. Снова 3 воздушные, арочка, и провязываем 4 попкорн в следующую арку. Но у меня нитки толстые, я буду делать попкорны из 3 столбиков с накидом. Так, провязала 3 столбика и также протягиваем петлю в вершину первого столбика. Вот так, 4 попкорна готово. Далее у нас идет арка из 5 воздушных. Это у нас уголочки. У нас салфетка имеет квадратную форму. 2, 3, 4, 5. Начинаем формировать уголочки. В следующие 4 арки также вяжем по попкорну, и между ними арки из 3 воздушных. На уголочке идет арочка из 5 воздушных. Снова 4 попкорна, 5 воздушных, 4 попкорна и последняя арка также из 5 воздушных. Все, продолжаем вязать самостоятельно. Между попкорнами арки из 3 воздушных. И встречаемся. Подходим к концу ряда, провязали последнюю арку из 5 воздушных и делаем соединительную петлю в вершину начального попкорна. Соединили. Вот что у нас получается. Уже форма квадратика. 4 уголочка, это арки из 5 воздушных, 12 арок из 3 воздушных и 16 попкорнов, по 4 попкорна на каждой из 4 сторон. Вяжем 4-й ряд, делаем соединительную петлю в следующую арку, 1 воздушная петля подъема, и в эту арочку провязываем 2 столбика без накида. Первый, начальный, и второй столбик без накида. В следующую арку 2 столбика, 1, 2, и в следующую арку 2 столбика без накида, 1, 2. Далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3, столбик без накида в следующую угловую арочку. 3 воздушные, 1, 2, 3, столбик без накида в эту же арку. 3 воздушные, 1, 2, 3, и в следующие 3 арки по 2 столбика без накида, 1, 2, в следующую арку 3, 4, и в следующую арку 5, 6 столбик без накида. 3 воздушные,
в следующую арку столбик без накида, 3 воздушные, в эту же арку столбик без накида, 3 воздушные. Все, продолжаем вязать по рисунку и встречаемся. Подходим к концу ряда, сделали 3 воздушные петли и соединяем вершину начального столбика без накида соединительной петлей. 4-й ряд у нас готов. Вяжем 5-й ряд, 1 воздушная петля подъема, столбик без накида в этот же столбик, куда мы делали соединение, и в следующие 5 столбиков. Итого 6 столбиков у нас по этой стороне. 3-й, 4-й, 5-й и 6-й. Вот 6 столбиков без накида провязали. Далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3, столбик без накида в следующую арку. Вот у нас угловая арочка из 3 воздушных, и в нее провязываем 7 столбиков с накидом. Первый столбик с накидом, укладываем их поплотнее, чтобы они все поместились. Второй столбик сюда же, в эту арку. 3-й столбик с накидом. 4-й, 5-й. Сдвигаем столбики в правую сторону. 6-й и 7-й. Вот на уголочке квадратика 7 столбиков. Столбик без накида в следующую арку из 3 воздушных. 3 воздушные, 1, 2, 3. И в следующие 6 столбиков без накида провязываем по столбику без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 воздушные, столбик без накида в следующую арку и снова 7 столбиков с накидом. Все, продолжаем вязать по рисунку. Подходим к концу ряда, провязали 3 воздушные и соединяем вершину начального столбика с соединительной петлей. 5-й ряд у нас готов. Вяжем 6-й ряд, делаем соединительный столбик в следующий, во 2-й и в 3-й. 1 воздушная петля подъема, и в этот столбик провязываем столбик без накида. Выполнили начальный столбик без накида. И в следующий, в 4-й столбик на группе из 6, также столбик без накида. Далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3, столбик без накида в следующую арку из 3 воздушных петель. Далее накид, пропускаем столбик без накида, переходим к группе из 7 столбиков с накидом и в первый провязываем кластер из 2 столбиков с накидом. Закрыли. Накид, 2 петли на крючке. Накид, в этот же столбик, в первый из 7. Вяжем 2-й столбик с накидом не до конца. 3 петли, закрываем. Вот кластер из 2 столбиков с одним накидом. 2 воздушные петли, арочка. Накид, в следующий, во 2-й столбик также вяжем кластер из 2 столбиков. 1-й столбик не до конца, 2-й столбик с накидом не до конца, 3 петли, закрываем. 2 воздушные, арка, накид, 3-й кластер, две воздушные, 4-й, кластер из 2 столбиков, 2 воздушные, 5-й, две воздушные, 6-й, лепесточек, 2 воздушные и последний 7-й кластер, вершину 7-го столбика с накидом. Закрыли. Вот провязали 7 лепестков. В следующую арку из 3 воздушных столбик без накида, 3 воздушные петли, арочка, пропускаем
2 столбика без накида. Вот у нас группа из 6, первый, второй пропустили, в третий и четвертый вяжем по столбику без накида. 3 воздушные, арка, столбик без накида в следующую арку, и снова вяжем 7 кластеров, между ними арки из 2 петель. Все, продолжаем вязать по рисунку самостоятельно и встречаемся. Подходим к концу ряда, нам осталось провязать последнюю арку из 3 воздушных, и вместо нее мы делаем одну воздушную петлю, накид и полустолбик с накидом в вершину начального столбика без накида. Так, вот 3 петли, мы их закрываем за один прием, это полустолбик с накидом. Таким образом сформировали арку из 3 воздушных. 6-й ряд у нас готов, получилось 32 арки из 3 воздушных, вяжем 7-й ряд, 1 воздушная петля подъема, и в эту же арку, которую формировали, провязываем столбик без накида. Выполнили начальный столбик без накида. 3 воздушные петли в следующую арку из 3 воздушных, столбик без накида, 3 воздушные. В следующую арку пропускаем столбик, кластер, вот в следующую арку, столбик без накида, 3 воздушные. В следующую арку столбик без накида, 3 воздушные. В следующую, так, вяжем по кругу, у нас все арки из 3 воздушных, и у нас получится также 32 арки из 3 воздушных петель. Вяжем и встречаемся. Подошли к концу ряда, и также для формирования последней арки из 3 воздушных провязываем 1 воздушную петлю, накид, и вершину начального столбика без накида провязываем полустолбик с накидом. Вот так. 7-й ряд у нас готов, вяжем 8-й ряд, 1 воздушная петля подъема, и в эту арку, которую формировали, провязываем столбик без накида. Выполнили начальный столбик без накида. Накид, в следующую арку провязываем 5 столбиков с накидом. 1, сюда же в эту арку 2 столбик с накидом, 3, 4, 5. Столбик без накида в следующую арку, 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4, столбик без накида в следующую арку, снова 4 воздушные, 1, 2, 3, 4, в следующую арку столбик без накида, 4 воздушные, 1, 2, 3, 4, в следующую арку столбик без накида, 4 воздушные, 1, 2, 3, 4, в следующую, 1, 2, 3, 4, в следующую арку. Мы провязали 1, 2, 3, 4, 5 и 6-я арка, 1, 2, 3, 4 из 4 воздушных, столбик без накида в следующую арку. Вот 6 арочек. Накид, в следующую 5 столбиков с накидом, и дальше продолжаем вязать по рисунку. Раппорт мы уже с вами провязали, 4 и 5. Столбик без накида в следующую арку, и снова 6 арок из 4 воздушных. Итак, подходим к концу ряда. Нам осталось провязать последнюю арку из 4 воздушных, и вместо нее мы делаем 1 воздушную петлю, накид, и в вершину начального столбика без накида провязываем столбик с накидом. Закрываем попарно. Вот так. 8-й ряд у нас готов. Вяжем 9-й ряд, 1 воздушная петля подъема, столбик без накида в эту арку, какую мы формировали в предыдущем ряду, 3 воздушные петли, 1, 2, 3, и еще 1 столбик без накида сюда же в эту арку.
пропускаем 2 столбика, вот столбик без накида, столбик с накидом, и в следующий, во второй столбик на группе из 5, столбик без накида. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, пропускаем средний столбик и в следующий вяжем столбик без накида. Теперь 2 столбика пропускаем и в следующую арку вяжем столбик без накида, 3 воздушные петли и еще один столбик без накида в эту же арку. 3 воздушные, 1, 2, 3, переходим к следующей арке и в нее также провязываем столбик без накида, 3 воздушные петли и еще один столбик без накида сюда же в эту арку. 3 воздушные, 1, 2, 3, в следующую арку вяжем столбик без накида, 3 воздушные, столбик без накида, снова 3 воздушные, 1, 2, 3, в следующую арку столбик без накида, 3 воздушные, столбик без накида, 3 воздушные, переходим к следующей арке и в нее также вяжем столбик без накида, 3 воздушные, столбик без накида, 3 воздушные. Сейчас обвяжем уголок. В следующую арку вяжем столбик без накида, 3 воздушные, столбик без накида, и теперь пропускаем 2 столбика, столбик без накида, 3 воздушные, 1 пропускаем в следующий столбик без накида, 2 пропускаем в следующую арку, столбик без накида, 3 воздушные, столбик без накида в эту же арку, 3 воздушные, и так на каждой арочке вяжем по 2 столбика без накида. Вот, повторяем наш узор, вяжем самостоятельно. Подошли к концу ряда, нам осталось провязать последнюю арку из 3 воздушных, и также делаем 1 воздушную петлю и полустолбик с накидом в вершину начального столбика без накида. 9 ряд у нас готов. У нас получилось 48 арок из 3 воздушных петель. Вяжем 10 ряд, 1 воздушная петля подъема, столбик без накида в эту же арку, 3 воздушные, столбик без накида в следующую арку, ряд очень простой, 3 воздушные, столбик без накида в следующую арку. Так вяжем по кругу. В каждую арочку провязываем по столбику без накида, и все арки из 3 воздушных. У нас получится также 48 арок из 3 воздушных петель. В конце ряда также формируем арку при помощи 1 воздушной и полустолбик с накидом в вершину начального столбика. Вяжем самостоятельно 10 ряд и встречаемся. Ну вот, 10 ряд у нас готов. Также сформировали арку 1 воздушная и полустолбик с накидом в вершину начального столбика без накида. Вяжем 11 ряд, 1 воздушная петля подъема, и в эту арку провязываем начальный столбик без накида. В следующие 4 арки по 2 столбика без накида, 1, 2, в следующую 1, 2, в третью арку 1, 2 столбик без накида, и в 4-ю арку 1, 2 столбик без накида. В следующую арку 1 столбик без накида. И далее у нас идут 7 арок из 4 воздушных. Итак, 1, 2, 3, 4, в следующую арку столбик без накида. Первая арка готова, 1, 2, 3, 4, в следующую арочку столбик без накида. Вторая арка, 1, 2, 3, 4, третья арка готова, 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6, столбик без накида. Вот, провязали 7 арок из 4 воздушных. В следующие 4 арки по 2 столбика без накида. Узор наш повторяется. Продолжаем вязать самостоятельно и встречаемся. Итак, подходим к концу ряда, и для формирования последней арки 7 из 4 воздушных мы провязываем 2 воздушные петли и полустолбик с накидом в вершину начального столбика. Вот так. 11 ряд у нас готов. Вяжем 12 ряд. 1 воздушная петля подъема, и в эту арку провязываем 2 столбика без накида. Первый начальный и второй. Далее в следующие 10 столбиков по столбику без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В следующую арку 2 столбика. 1, 2 без накида. В следующую арку провязываем 6 столбиков с накидом, между ними арки из 1 воздушной. Первый столбик, воздушная петля. Второй столбик, воздушная петля. Третий, воздушная. Четвертый, воздушная петля. Пятый столбик с накидом, воздушная петля и 6 столбик. Такой веер из 6 столбиков. В следующую арку столбик без накида, и в следующую арку снова вяжем 6 столбиков с накидом, между ними также арочки из 1 воздушной. Третий, четвертый, 1 воздушная, 5 и 6. Провязали. В следующую арку столбик без накида, и в следующую арку также вяжем веер из 6 столбиков. Первый столбик, воздушная, второй, воздушная, третий столбик, воздушная, четвертый столбик, воздушная петля, пятый, воздушная и 6. Так, провязали, и в следующую арку теперь 2 столбика. Наш раппорт повторяется. Снова 10 столбиков, 2 столбика в следующую арку, и снова идут 3 веера из 6 столбиков. Все, продолжаем вязать по рисунку и встречаемся. Подходим к концу ряда. Провязали последний веер из 6 столбиков и делаем соединительную петлю в вершину начального столбика без накида. 12 ряд у нас готов. Вяжем последний 13 ряд. Делаем 1 воздушную петлю подъема, столбик без накида в этот же столбик. Выполнили начальный столбик без накида. И в следующие 13 столбиков провязываем по столбику без накида. Итого 14 столбиков у нас по этой стороне. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и последний 13. Итого 14, считая начальный столбик. Провязали. Далее идет пико из 3 воздушных. 1, 2, 3 воздушные набрали, и в 3-ю петлю от крючка делаем соединительную петлю. Вот так подтянули. Еще 1 воздушная петля для симметрии. Пропускаем столбик с накидом на веере и в первую арку из 1 воздушной столбик без накида. Снова делаем пико 3 воздушные, соединяем в 3-ю петлю от крючка, подтянули, 1 воздушная, в следующую арку столбик без накида. Пико готово. Снова пико 3 воздушные. Это обвязка уже края салфетки. 1 воздушная в следующую арку. Снова делаем пико. Это уже 4-е пико будет на этом веерочке. 1 воздушная, столбик без накида в следующую арку и последнее 5-е пико. На среднем веере у нас получится 4 пико, а на 1-м и 3-м по 5. Провязали 3 воздушные, соединяем в 3-ю воздушную петлю от крючка, еще 1 воздушная, и в последнюю арочку между 5-м и 6-м провязываем столбик без накида. Далее 6-й столбик пропускаем, в столбик без накида делаем соединительный столбик. Переходим к следующему вееру. 1-й столбик пропускаем и в 1-ю арочку из 1 воздушной вяжем столбик без накида. Далее идут 4 пико. Давайте провяжем их, встретимся и вот здесь вот внутренний уголочек снова вместе провяжем. Сейчас делаем 4 пико. Провязали столбик без накида. Последний 6-й столбик мы пропускаем на веере. Вот между 2 веерочков у нас столбик без накида. В него делаем соединительную петлю. 1-й столбик на следующем веере пропускаем и в следующую арку вяжем столбик без накида. Далее у нас идут также 5 пико. Не забываем после каждого пико делать по 1 воздушной петле, чтобы они ровненько у нас не на бикрень были, а ровненькие. Так, провязываем 5 пико и снова 14 столбиков без накида. Так, вяжем по кругу, подходим к концу ряда и делаем соединительный столбик в вершину начального столбика без накида. Довязываем самостоятельно салфетку, ставим на блокировку, ждем до полного высыхания и смотрим, что же у нас получилось. Ну вот, я сняла салфетку с блокировки. Посмотрите, какая красавица у нас с вами получилась. Раскрылась. Все аккуратненько, ровненько. Очень интересная салфеточка, нарядная. Я думаю, вы не пожалели, что присоединились и связали вместе со мной такую красавицу. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек и до новых встреч!